Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале и постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Итак, новички. Кто еще не работал с данными ниточками, посмотрите. Палитра у них очень большая, это как бы не реклама, просто интересная, скажем, ниточка. Называются они Визель Rainbow Angora. Видите, такой вот переходящие интересные цвета у них. Моточки, конечно, у них большие. Здесь уже, наверное, половина моточка уже связана с узорчиками. Итак, читаем. Цвет сразу же назову 0,3. На камеру передается, как он есть на самом деле. Итак, моточки по 100 грамм, в 100 граммах 550 метров, большие моточки. По составу здесь 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. И советуют производители, смотрите, они советуют, конечно, вязать данную пряжу спицами, да? Ну и крючком нам тоже хочется попробовать, посмотреть переходы. Они советуют спицы от 5 до 6. Но я данную пряжу, в принципе, вязала крючком номер 3 и 3,5. Сегодня я хочу связать крючком номер 3. Посмотрим, что в итоге получится. Ну, в зависимости от плотности вязания, в зависимости от узорчика, можете подбирать крючки. В свою очередь, вы берете любую пряжу, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Узорчики универсальные, поэтому вы берете и летнюю, демисезонную, зимнюю пряжу. Из разной пряжи узорчик один и тот же, может смотреться по-разному. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Не останавливайтесь только на одних ниточках. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка читабельная, все понятно, все доступно. Кто уже умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще не умеет, повторяйте за руками и следите за схемкой, так, чтобы в дальнейшем вы могли самостоятельно уже работать с любыми схемками. Мы провязали элемент, вы посмотрели его на схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Договорились? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Ну, давайте наберу, например, 4 раппорта. Так, это получается 32 воздушные петельки. И одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого я наберу 33 воздушные петельки, а вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как о многих узорчиках, новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд из столбиков с накидом, чтобы не запутались в воздушных петельках. В столбиках мы точно не запутаемся. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид по порядку в следующую петельку цепочки. Точно так же нырнули, вытянули ниточку и столбик с накидом. Угу. И ваша задача пройти вот так всю цепочку до конца ряда и провязать столбиками с накидом. Это несложно, не слишком быстро, но несложно. Самое главное, чтобы у вас количество столбиков совпадало с количеством петелек в цепочке, которую вы набрали. То есть я набрала 33 воздушные петельки, мне должно получиться 33 столбика, ни больше, ни меньше. Вот эти вот первые 3 петельки, которые мы с вами провязали подъема, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. В конце ряда встречаемся. Это несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем одну воздушную петельку,
поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы вводим крючок и вытягиваем ниточку, 2 петельки провязываем вместе. Оп, столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. В столбик по порядку пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик, в 4 нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2, накид. Вернулись сюда же, в верхушку предыдущего столбика и провязываем опять по 2 петельки. 2, 2 и еще один столбик с накидом. У нас вот такая вот рогаточка получилась. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять пропускаем наши столбики в внизу стоящем ряду. 1, 2, 3. И в 4 нырнули, вытянули ниточку и 2 петельки провязали вместе, столбик без накида. Вот такая картина. Дальше повторение. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. 3 столбика пропустили. 1, 2, 3. В 4 нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. 2 воздушные петельки, накид. Сюда же опять вернулись и провязали еще раз столбик с накидом. Сформировали рогаточку. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 провязываем столбик без накида. И вот так вот вы идете, шагаете, чередуете столбики, рогатки до конца ряда. Угу. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. Давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда, несложно. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы провязали рогаточку, потом провязали 3 воздушные петельки, опять пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и там, где у нас были 3 петельки подъема в предыдущем ряду, вот в 3 петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Дальше, смотрите, делаем 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот, 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Теперь смотрите внимательно, делаем накид, работаем с нашей рогаткой. Ножка 1, ножка 2. Первая ножка захватываем сзади наперед. Получается у нас столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и теперь провязываем по 2 петельки. 2, 2. Называется данный столбик рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше накид. Теперь вот в арочку непосредственно будем работать с арочкой. В арочку нырнули и провязали столбик с накидом. 1. Сюда же в арочку столбик с накидом. 2. 2 воздушные петельки. 1, 2. И опять вернулись в арочку и провязали 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. Мы как бы в арочку провязали вот такой вот веерочек. Теперь работаем со второй ножкой нашей рогатки. Накид. Точно так же захватываем столбик сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. За счет того, что мы так захватываем, да, наши столбики, получается, мы создаем рельеф. Будет немножечко такой выпуклый, будет очень интересный узорчик. Идем дальше. Воздушная петелька. Теперь работаем с нашим столбиком без накида. Так, делаем накид. Беремся за верхушку этого столбика и провязываем столбик с накидом. Считаем 1. Сюда же опять нырнули, провязали еще один столбик. Считаем 2. Сюда же 3. Сюда же 4 и 5. 5 столбиков с накидом. Вот видите, такой как бы веерочек получается. Смотрите, что делаем дальше. Вот так вот петельку подтягиваем и отпускаем ее. Сами возвращаемся к первому самому столбику этого нашего веерочка. В
первую, получается, верхушечку. Потом опять возвращаемся к нашей петельке, подтягиваем ниточку. И эту петельку протягиваем через первый столбик. Оп. Вот такой бочоночек у нас получился. Еще называют попкорн, бочоночек и так далее. Такой объемный элемент. Дальше воздушная петелька и повторение. Все, что мы с вами провязали. Давайте еще раз. Работаем с рогаточкой. Первая ножка, вторая ножка. Итак, первую ножку захватываем сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязали дальше, как обычный столбик с накидом. Теперь работаем с арочкой. В арочку провязываем веерочек. 2 столбика с накидом. Раз, два, 2 воздушные петельки. Раз, два. Вернулись опять в арочку, еще 2 столбика с накидом. Раз и 2. Есть. Теперь работаем со второй ножкой нашей арочки, нашей рогаточки. Захватываем сзади наперед столбик, столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем, как обычный столбик с накидом. Вот такая картина получается. Теперь работаем со столбиком без накида, провязываем попкорн или бочоночек, да? Накид. В данный столбик провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, 3, 4 и 5. Как только провязали 5 столбиков, подтягиваем вот так вот ниточку, петельку, возвращаемся к первому столбику, захватываем его за верхушку и вот эту петельку нашу последнюю протягиваем через первый столбик. Оп. Все. Красота, красота. Воздушная петелька и опять повторение то же самое. То есть здесь у вас будет объемный веерочек, здесь будет у вас попкорн или бочоночек. И до конца ряда. Угу. Вот что в итоге получается. Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите. Вот наши веерочки с попкорном. Все ровненько, аккуратненько. Немножечко объем уже видно. Как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы провязали последний наш объемный веерочек. Так. Делаем воздушную петельку. И там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, мы в него провязываем столбик с накидом. Вообще ничего сложного. Все, ряд наш закончен. Все ровненько, аккуратненько. Дальше 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки здесь. Дальше накид. Возвращаемся сюда же, вот откуда мы начинали воздушные петельки провязывать. За верхушку столбика провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Переключаемся вот на наш веерочек. И за центр нашего веерочка, вот в эту арочку беремся и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И беремся за верхушку нашего бочоночка попкорна, так, и провязываем в эту верхушку столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки. Раз, два. И сюда же вернулись и провязали еще 1 столбик с накидом. Сформировали вот такую вот рогаточку. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Переключились опять на нашу арочку от веерочка. И в арочку провязали столбик без накида. То есть все то же самое мы провязывали в самом первом ряду. Просто сместили в шахматном порядке. Видите, здесь была рогаточка, теперь она здесь. Все, и дальше опять повторение. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. За вот этот бочоночек, за верхушечку беретесь и за верхушку провязываете еще одну рогатку. Столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. То есть вы провязываете точь-в-точь, как самый первый ряд. Угу. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И в арочку веерочка
столбик без накида. Все, самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы провязали последние 3 воздушные петельки. И теперь, смотрите, в предыдущем ряду у нас здесь были 4 петельки подъема, так, и 1 воздушная петелька по узорчику. Так вот, в 4-ю петельку ныряем и провязываем столбик с накидом, воздушную петельку, и сюда же еще раз провязываем столбик с накидом. То есть у нас начало и конец ряда одинаковые, да, такие полурогаточки. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Провязываем вот нашу маленькую арочку, там где 1 воздушная петелька. Столбик с накидом. Есть. А это получается у нас считается как 2-я ножка нашей рогатки. Помните, как вот здесь мы считали 1-я и 2-я. Это 2-я ножка. Поэтому будем провязывать ее как рельефный лицевой столбик с накидом. Вы уже помните, да? Захватываем сзади наперед. Столбик перед крючком и провязываем как столбик с накидом. Дальше воздушная петелька. Там, где у нас столбик без накида, будем провязывать бочоночек попкорн. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Теперь оставляем последнюю петельку. Сами возвращаемся к первому столбику. Беремся за верхушку. И петельку подтягиваем и протягиваем через первый столбик. Оп. Вот. Мы точно так же с вами делали вот в этом ряду. Помните, да? 2-й ряд. Дальше. 1 воздушная петелька. И теперь у нас вот рогаточка. Мы делаем полноценный веерочек. То есть 1-я ножка провязываем как рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше арочка. В арочку провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные петельки. 1, 2. Вернулись сюда же, провязали еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Дальше 2-я ножка нашей рогаточки провязываем как рельефный лицевой столбик с накидом. Все. Видите? Мы с вами то же самое провязывали во 2-м ряду. Просто в силу того, что узорчик сместился, наши рогаточки сместились, естественно, веерочки тоже автоматически смещаются. То есть вы провязываете как 2-й ряд. Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Вот такая по итогу получается уже вырисовывается красота. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы провязали наш попкорн, шишечку-бубочку, сделали воздушную петельку. И теперь смотрите, вот у нас так скажем, полурогаточки, да? 1 ножка и все. Так вот, 1-ю ножку мы провязываем как рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше в арочку провязываем 1 столбик с накидом. Так. И помните, мы с вами делали здесь петельки подъема, да, в предыдущем ряду. 3 воздушные петельки и 1 петелька по узору. Так вот, в 3-ю петельку отсчитываем, провязываем просто столбик с накидом. И на этом наш ряд заканчивается. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика, столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в верхушку вот этого попкорна провязываем рогаточку. Беремся за верхушечку. Столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки. Вернулись сюда же. Столбик с накидом 2. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И беремся вот за арочку нашего предыдущего веерочка, провязываем столбик без накида. То есть у вас получается точно такая же картина, как в самом первом ряду. Видите, рогаточка. То есть сам по себе узорчик, смотрите, он представляет собой 2 ряда. Рогатка, веерочек. Потом мы смещаем в шахматном порядке рогатка, веерочек.
Поняли? То есть получается вертикальный раппорт узора. Раз, два, три, четыре. Потом повторение. Раз, два, три, четыре. Поняли, да? Все. И ничего сложного. Давайте мы увеличим образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже симпатично. Угу. Схемка перед вами. Если что, смотрите, перематывайте немножко назад, повторяйте. У вас все получится. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что у нас по итогу получается. Вот такой вот нежный воздушный, но в том числе рельефный узорчик. За счет рельефных столбиков и за счет попкорна узорчик получается односторонний. Угу. Изнаночка тоже красиво, не стыдно показать. Но когда будете планировать что-то связать данным узорчиком, то есть помните, узорчик односторонний получается. Вяжется очень быстро, растет очень быстро. Вы наверняка заметили, если вязали вместе со мной. Переход цвета, смотрите, начинался от темного, так? Потом медленно, 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 аккуратно, нежно переходит вот в светленький, видите? Дальше, получается, он будет идти еще более светлым, до белого, чуть-чуть белого, и потом будет возвращаться обратно. Возвращаться он будет медленно, медленно. То есть, получается, там уже, видите, вот такой вот будет темно-зеленый и совсем уже чересчур такой зеленый цвет. За счет того, что переходы медленные, в этом как бы своя изюминка данной пряжи. Итак, из моей пряжи узорчик вот так вот тянется и вот так вот тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, меньше. Пробуйте, вяжите. Давайте замерим красоту. Я набирала 33 воздушные петельки. Ну, допустим, моя рука, моя плотность вязания, моя пряжа, мой крючок, да, у всех все по-разному. Но вот в моем случае, например, данный узорчик будет 17 сантиметров. Даже если мы с вами возьмем одну пряжу, один крючок, у нас может быть разная плотность вязания, у вас может быть размер больше или меньше. То есть обязательно своей рукой образец вяжите. Так, и тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочков. И самый первый набирали 11. Так, это у нас получается вот 12 сантиметров. 11 рядочков, 12 сантиметров. Здорово? Здорово. Еще раз повторюсь, узорчик растет быстро. Если планируете вязать, например, там палантин, возможно, из летних ниточек это будут топики, маечки, это могут быть летние кофточки, кардиганы, да. Из зимних ниточек, демисезонных шарфики. Могут быть, могут быть. Интересные, может быть, легкие такие накидки, жилетки и так далее. Если вы вязали что-то данным узорчиком, пишите в комментариях. Нам будет интересно, какие ниточки, какое изделие. Будем вдохновляться. Угу. И предлагайте свои идеи. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много интересного, много новинок. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.